Приветствую всех моих дорогих зрителей любой национальности и языка. От всего сердца желаю вам счастья, здоровья и спокойствия. Итак, вот важные вопросы, на которые я отвечу в этом видео. Что произойдет, если вы будете использовать рисовую воду для волос всего 2 недели? Какую самую большую ошибку совершают многие в этом деле? Как правильно приготовить рисовую воду? Как ее использовать, чтобы получить наилучший результат? Как сделать волосы сильнее, а кожу головы здоровее? И еще много важных вопросов, на которые я отвечу прямо в этом видео, так что оставайтесь со мной до конца. Я стараюсь предоставлять вам, мои дорогие, достоверную, актуальную и при этом бесплатную информацию. Поэтому подписывайтесь на канал, нажмите подписаться, это мой искренний совет вам. Возможно, вам будет интересно узнать, что использование рисовой воды для кожи и волос – это древний секрет, который веками применяется в восточных странах. Но действительно ли рисовая вода приносит пользу или нет? И да, и нет. Чтобы вы лучше поняли мой ответ, давайте разберемся, что же такого содержится в рисовой воде, что делает ее полезной для кожи и волос. Сам рис от природы богат витаминами группы В и аминокислотами. Это те самые соединения, которые необходимы для роста и здоровья ваших волос. Тем не менее, существующие способы использования рисовой воды малоэффективны. Если вы немного поищете, то обычно советуют смешать 1 чашку рисовой воды с 2-3 чашками обычной воды. Оставить на полчаса-час, а затем вылить эту воду на волосы. Давайте я буду с вами честен. Этот метод на самом деле не дает того эффекта, который должен быть, и вы просто зря тратите свое время. Для достижения реального результата нам нужен особый метод, который сможет превратить рисовую воду в натуральный пробиотик. В этом и заключается скрытый секрет рисовой воды. Кожа вашей головы, как и кишечник, имеет естественный микробиом, состоящий из набора полезных и вредных бактерий. Когда баланс этого микробиома нарушается, например, из-за стресса, загрязнения, агрессивных шампуней или неправильного питания, возникают такие проблемы, как перхоть, воспаление, зуд, выпадение волос и прочее. И вот пробиотик помогает восстановить этот баланс. Интересно в рисовой воде то, что вам совсем не нужно добавлять в нее полезные микробы. Потому что все полезные микробы, которые нам нужны, уже есть на самом рисе и даже в воздухе. И все, что вам нужно сделать, это всего лишь за 48 часов превратить, например, обычный рис в пробиотический раствор. Ну а почему именно 48 часов? Потому что за это время микробы поглотят крахмал в рисе и будут очень быстро размножаться. Этот процесс ферментации создает уникальные полезные свойства. Это точно такой же процесс, с помощью которого делают йогурт, сыр или кефир. Через 48 часов у вас будет отличный пробиотик, который со всеми его полезными свойствами можно наносить на волосы и кожу головы. Так что та рисовая вода, о которой все говорят, и эта ферментированная вода – это небо и земля. В этой воде есть важный компонент – молочная кислота. Вы наверняка слышали, что организм должен быть щелочным, а кислота – это плохо. На самом деле, особенно для кожи и волос, все обстоит с точностью да наоборот. Молочная кислота как раз помогает оздоровить кожу и волосы, предотвращая их пушистость и тусклость. Кроме того, наша рисовая вода богата магнием и селеном и даже содержит вещества, повышающие уровень оксида азота. То есть именно то, что помогает корням ваших волос получать больше кислорода. Так что если вы научитесь правильно готовить эту особую рисовую воду, вы увидите потрясающий эффект на волосах, коже головы и даже на лице. Да, даже на коже лица. Итак, перейдем к способу приготовления. Насыпьте 2 маленьких стакана риса в миску. Добавьте 4 маленьких стакана воды и немного потрите рис руками, чтобы смыть лишний крахмал и загрязнение. Затем слейте воду так, чтобы в миске остался только рис. Теперь снова добавьте 2 маленьких стакана чистой воды.
Немного перемешайте и оставьте примерно на 2 часа при комнатной температуре. Затем отделите рисовую воду и перелейте ее в чистую стеклянную банку с крышкой, но не закрывайте ее плотно. Оставьте ее приоткрытой или накройте тканью, чтобы внутрь поступал воздух. С этого момента дрожжи и бактерии, которые находились в воздухе и на рисе, начинают активизироваться и поглощать углеводы, содержащиеся в этой рисовой воде. В процессе этого они вырабатывают массу полезных веществ – витамины, минералы и антиоксиданты. Если вы оставите ее на 24 часа, то завершится первый этап ферментации. Уже на этом этапе есть польза, но если оставить еще на 24 часа, то полезных ферментированных соединений станет гораздо больше. Возможно, вы спросите, можно ли держать дольше? Да, конечно, раствор можно ферментировать и дольше, даже до недели или месяца. Конечно, так может появиться резкий запах, так как многие микроорганизмы размножатся сверх меры. Конечно, это все равно будет полезно. Тем не менее, не нужно ферментировать дольше 48 часов. Но если вы все же хотите это сделать, то для нейтрализации резкого запаха можно добавить несколько капель масла мяты или вашего любимого эфирного масла. В этом видео я возьму за основу 48 часов. Спустя это время снимите ткань с банки, плотно закройте крышку и уберите в холодильник, чтобы продлить срок хранения. Холодный воздух замедляет рост бактерий. Теперь этот раствор можно наносить на волосы. Оставьте на 20 минут, затем смойте водой и высушите. Также можно с помощью ватного диска нанести немного раствора на кожу головы. Оставьте на 20 минут, а потом смойте. Рекомендую делать это дважды в неделю на протяжении 2 недель. Таким образом, вам понадобится около 4 стаканов этого раствора, чего хватит на 4 применения. Это отличное решение для укрепления волос и восстановления полезных микробов на коже головы. Если вы страдаете от перхоти, зуда или нарушения микробного баланса кожи головы, этот раствор вам очень поможет. Напротив, когда вы используете шампуни с сильным антисептическим эффектом, которые уничтожают полезные микробы на коже головы, могут начать размножаться вредные грибки. Именно поэтому наличие полезных микроорганизмов на коже головы крайне важно для того, чтобы восстановить естественный баланс. Так что обязательно попробуйте этот метод. Я уверен, что результат вас просто впечатлит. И, пожалуйста, не забудьте потом вернуться и поделиться своим опытом в комментариях. Мне очень интересно узнать, насколько эффективным этот метод оказался для вас. Если вы еще не видели видео о домашнем лечении выпадения волос и их восстановлении у мужчин и женщин, не пропустите его. Вот это видео. В этом видео тоже много полезной информации. Обязательно посмотрите. Не забудьте про лайк, подписку и колокольчик. Я вас очень люблю, мои дорогие. Увидимся в одном из этих 2 видео.